Здравствуйте, друзья! Европеец шокировал мир, рассказав правду о России. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то, пожалуйста, подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Автор Руслан Хубиев. Вейко Корханен – блогер из города Оулу, Финляндия. Как и большинство современных финнов, периодически подпадал под тлетворное влияние прозападных учебников истории. Все в них, что относилось к русскому, как правило, поливалось тотальной грязью. Совместная российско-финская история выдавалась за сплошной кошмар, а тлетворное влияние настоящего постоянно поддерживалось рассказами об агрессивности и военной вражде ближайшего соседа. К счастью, у Вейко Корханена была очень мудрая и образованная бабушка. И потому он с малых лет прекрасно знал о верном ходе нашей совместной истории. И вот однажды, устав от постоянных споров с антироссийски настроенными соотечественниками, он написал на своей странице в Facebook небольшую статью и всякий раз, когда встречал очередного русофоба, просто давал на нее свою прямую ссылку. Спрашивайте о результатах агрессии России. Они таковы. Половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства. Давайте вспомним, кто именно. Финляндия в 1802 и 1918 годах. До 1802 года никогда не имела собственного государства. Латвия в 1918 году. До 1918 года никогда не имела собственного государства. Эстония в 1918 году. До 1918 года никогда не имела собственного государства. Литва восстановила государственность в 1918 году, также благодаря России. Польша восстановила государство с помощью России дважды, в 1918 и 1944 годах. Раздел Польши между СССР и Германией – это лишь короткий период. Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877-1878 годах. Молдавия как государство родилась внутри СССР. Болгария освобождена от гнета Османской империи и восстановила свою независимость в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне в 1877-1878 годах, которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовало в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата. Сербия, как суверенное государство, родилась также в результате этой войны. Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР. Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР. Грузия сохранилась физически и возродилась как государство благодаря Российской империи. Туркмения никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР. Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР. Казахстан никогда не имел государственности и сформировал ее только в составе СССР. Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР. Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе республик СССР. И лишь в 1991 году также от России получила свою полную независимость. Также стоит учитывать роль России СССР в рождении и становлении таких государств, как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия. Греция была отбита у турок России в далеком 1821 году. Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и так далее. Вот такая странная агрессия исторически проявлялась со стороны русских. При значимом вкладе этой страны даже Швейцария добилась независимости от Франции.
А точнее, это было сделано благодаря Суворову 217 лет назад. И с тех пор Швейцария ни разу не воевала. Также имело место освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 года, освобождение Чехословакии от Третьего рейха в 1945 году, позиции Екатерины II в 1780 году с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка североамериканских Соединенных Штатов в борьбе за их независимость от Британии. Дважды за последние 2 века подаренная России независимость большинству европейских государств после уничтожения ею Гитлера и Наполеона. Позиция Сталина в переговорах с США и Англией, давшая Германии возможность сохранить государственность после поражения в 1945 году. Позиция Горбачева, позволившая без лишних проблем в 1990 году повторно объединить обе Германии. Помощь СССР Египту, после которой тот смог выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и Францией в 1956-57 годах. Вмешательство СССР в 1967 году, остановившее войну Израиля и Египта, фактически спасшее арабов от разгрома в 2 войнах в 1967-74 годах. Решающая роль Союза, обеспечившая завоевание Анголы своей независимости в 1975 году. И, наконец, главное. Именно СССР после победы во Второй мировой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большинство колоний Западной Европы получили свою независимость в запущенном Союзом процессе общемировой деколонизации. Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти и строе в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. Именно она всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху и во все времена. К сожалению, очень часто при этом она жертвовала собственными интересами. И если бы политика России-матушки хоть на долю была бы аналогична британской, то сейчас полмира находились бы в составе Российского императорского содружества наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других колонизаторов государств стран и их капиталов. Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни. И вот почему вы все так виноваты перед этой великой страной. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.